Это Испания. Сегодня тема нашего ролика топ-9 новостей по Испании на сегодняшнюю дату, то есть это май 2025 года. Первая новость, наверное, все ее знают, уже многие обсудили, это отмена золотых виз. То есть вот с 3 апреля 2025 года Испания окончательно прекратила выдачу виз на жительство по инвестициям от 500 тысяч и выше. Именно до этого момента можно было приобретать недвижимость от 500 тысяч и выше, получать определенные какие-то преференции за приобретение такой недвижимости. Вот сейчас решение связано с ростом цен, как я прочитала, на жилье и давлением со стороны ЕС. Я не знаю, но могу вам точно сказать, что вот до сегодняшнего момента это было возможно. И, кстати, я прочитала, что до отмены наблюдалось трехкратное увеличение запросов на такие подачи заявок от иностранных инвесторов на такие визы, на получение золотой визы, особенно из Китая и России. Вот такая первая новость. Новость номер 2. Рекордные инвестиции в жилую недвижимость. И я здесь прочитала, что по прогнозам в 2025 году инвестиции в испанскую недвижимость вырастут на 15% и достигнут 16 миллиардов евро соответственно. Особенно активно развивается сектор жилой недвижимости. В 2024 году продажи жилья достигли почти 700 тысяч объектов, что является рекордным показателем. Но из своей практики мы видим действительно, что очень много жилой недвижимости сейчас строится, при этом, как я читала в Эль Паис, пишут, что ее все равно катастрофически не хватает, вот этой вводимой жилой недвижимости. Поэтому после пандемии мы видим, что тенденция падения цен не произошло, цены продолжают расти. Это вот по нашим наблюдениям. Мы не риэлторы, так что если у вас есть какие-то свои наблюдения на эту тему, обязательно пишите, а мы лишь рассказываем то, что можем прочитать, видим вокруг себя, вот этим делимся. Так что новость 2 – это все-таки рекордные инвестиции в жилую недвижимость. Мы видим, что здесь многие иностранцы вкладываются из Бельгии, из Швеции, из других стран. Это факт. Новость 3. Новые меры против незаконных захватов жилья, так называемых оккупасов. Я думаю, что все уже это слышали. Эта тема больная для Испании, наболевшая, нашумевшая, страхи, охи. Люди боятся приобретать и сдавать недвижимость. И часто нас спрашивают, что у вас с оккупасами. Насколько мы услышали и прочитали, с 2025 года в Испании вступили в силу законы, которые ускоряют выселение так называемых оккупасов, то есть незаконных жильцов этой недвижимости. Теперь дела по статьям о незаконном проникновении и оккупации рассматриваются в ускоренном порядке, позволяя выселять нарушителей в течение 15 дней. Я не знаю, как это будет происходить на практике. Нам пока еще никто этого не рассказывал, с нами никто не делился. Если у вас есть такой опыт уже, вы обязательно напишите. Но, тем не менее, еще вот читаю, кроме того, владельцы жилья получили право отключать коммунальные услуги в оккупированных квартирах без риска уголовной ответственности. Наверное, это тоже очень актуально, если это действительно так, и это работает, потому что раньше, когда оккупасы, значит, у вас сидели, не платили вам за жилье, и вы же, владельцы этого жилья, должны были им еще оплачивать коммунальные услуги, воду, свет, электричество, то есть и так далее. И в случае, если вы это отключали, то к вам же, владельцам жилья, которые нелегально оккупированы, к вам же еще и прилетали санкции, что вы не имеете права, что это нечеловечно, что это нарушает закон о праве человека и так далее. То есть теперь вот говорят, что это не так, что это будет работать. Но насколько это действенно, поживем увидим. Если у вас есть какие-то примеры из жизни, реально работающие примеры, напишите обязательно. Я думаю, что это будет полезно. Ну и вообще пишите, как вы думаете, будет это работать или нет? Имеет вот какое-то это, или это опять очередные какие-то просто такие меры, которые все равно будут как-то обходиться и нарушаться.
Новость четвертая. Рост туристического налога в Каталонии. Но, насколько мы прочитали, Каталония отложила до октября 2025 года повышение туристического налога. Планируется увеличить сбор до 15 евро в день для гостей отелей и круизных пассажирских лайнеров. Часть средств будет направлена, как они пишут, на решение проблемы нехватки жилья. Решение связано с протестом местных жителей против сверхтуризма и роста цен на аренду. Поживем, увидим, опять скажу вам я. Но если есть какие-то у вас мысли по этому поводу, тоже обязательно пишите. Вот такая у нас новость номер 4. Туристический налог в Каталонии будет расти. Новость пятая, дорогие друзья. Массовые протесты против туризма. Опять-таки я прочитала в новостях, что на 15 июня 2025 года запланированы масштабные протесты в 16 туристических зонах Испании, включая Барселону, Майорку, Тенерифе. Я на самом деле не знаю, то есть я вам рассказываю новости, которые доступны для каждого человека. Просто если их прочитать, объединить на разных ресурсах, можно найти подобную информацию. Ну, а, собственно говоря, активисты, они почему планируют блокировать доступ к популярным достопримечательностям и транспортным узлам? Они выражают свое недовольство перенасыщением туристических зон, то есть огромным трафиком туризма, ну и, соответственно, который отражается, как они говорят, на их обычной жизни, на спокойствии и так далее. То есть качество жизни населения местного может падать в особо таких усиленных туристических местах, особенно таких насыщенных. Ну и вот они таким образом как-то выражают свои протесты. Будем смотреть тоже за этими новостями и ставить вас в известность. А сейчас перейдем к новости номер 6. Новость шестая, соответственно, новые правила аренды и поведения туристов. Кстати, мы уже рассказывали, как-то я рассказывала вам на нашем канале о том, что изменяются. Всегда была, в общем-то, лицензия на краткосрочную аренду, но вот в этом году особо, уже в 2024 году особо этим занялись и стали штрафовать тех, кто сдает нелегально свое жилье. То есть этому стали уделять очень много внимания, реально об этом много говорят. Кстати, очень большие штрафы, если вы нелегально сдаете свое жилье. Но вот с января 2025 года введены строгие правила для краткосрочной аренды жилья. Владельцы обязаны регистрироваться, получать разрешение, а такие платформы, как Airbnb, должны собирать данные о туристах. Также введены новые штрафы за неподобающее поведение туристов, включая запреты на употребление алкоголя на улицах и другие ограничения в популярных и курортных зонах. Что думаем по этому поводу мы? Мы уже говорили. В принципе, должно быть, конечно, все урегулировано для того, чтобы местные жители и жители, которые здесь резиденты, приезжают и живут постоянно, не чувствовали какого-то дискомфорта, проживая здесь, занимаясь учебой, работой и так далее. Конечно, если это не регулируется и хаотически все сдают, люди бегают, нарушают как-то, портят в урбанизациях инфраструктуру, занимают там места, лежаки и так далее, то есть делают то, что местных жителей, которые живут в этих урбанизациях, вводят немножко в беспокойство и ступор, я считаю, что это плохо. Конечно, должно все регулироваться. Ну и тут вы уже смотрите сами. Если вы сдаете легально, это хорошо. Если, ну, может быть, вы платите налог, и это вам кажется плохо. Но если вы сдаете нелегально, то какие-то соседи могут пожаловаться на вас, и вы получите соответствующие штрафы. Причем штрафы в Гвардамаре, они составляют, ну, бешеные суммы. Я даже боюсь их здесь озвучивать. Ну, большие, от 60 тысяч евро, соответственно, и выше. Тема седьмая, она связана непосредственно с нашей тематикой, которой мы занимаемся и показываем на нашем канале. Это зеленой энергетикой. Здесь есть амбициозные планы по возобновляемой энергетике. Испания планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии до 81% к 2050
2030 году. Это включает в себя развитие солнечной и ветровой энергетики. Кстати, солнечной энергетикой занимаемся мы. Все ссылочки полезные у нас в описании под каждым видео, так что обращайтесь, если вы хотите быть частью вот этого большого и новомодного пространства и быть связаны с зеленой энергетикой, с какой-то своей независимостью, энергонезависимостью вашего дома. Мы обязательно вам спроектируем, поможем. Ну а насчет того, что мне писали женщины, говорят об энергетике и инженерии, то мы живем в Испании, и мы все женщины, мы можем в любой сфере экономики участвовать, любые вопросы обсуждать, заниматься любым интересным для нас бизнесом, чем мы, собственно, занимаемся. Поэтому я говорю тоже и об энергетике, и об инженерии и о прочих разных темах. Но ожидается, что также такие меры помогут сократить выбросы, снизить зависимость от импорта энергоносителей. Ну, также мне Алексей говорил, что они собираются к 2030 году, по-моему, отказаться полностью от атомной энергетики. Поживем, увидим, опять-таки скажу вам я. Ну а вот эта тема очень перспективная, и я думаю, что это как раз-таки будущее. Будущее, оно должно быть связано и с солнышком, и с ветром, и с разными тенденциями зеленой энергетики. В общем, поживем, увидим, переходим к теме номер 8. Новость 8 у меня для вас есть, дорогие друзья. Инвестиции Amazon в зеленую энергетику. Так называется эта новость. Собственно говоря, Amazon объявила о запуске 17 новых проектов в области возобновляемой энергетики в Испании, включая 5 солнечных электростанций в Андалусии мощностью 284 мегаватта. Это часть стратегии компании по достижению углеродной нейтральности и поддержке экологически чистой энергетики. Ну, я вам так специально быстренько все зачитываю для того, чтобы не тянуть ваше время и сказать вам самые важные новости. Вы всегда можете уже это узнать более подробно, изучить эту тему. Я думаю, что это доступно для людей с высоким уровнем интеллекта. Нет ничего, как говорили в фильме, нет ничего невозможного для людей с интеллектом. Так что, дорогие друзья, это номер 8 была наша новость, а сейчас будет 8. Сейчас будет новость номер 9, тоже очень интересная и актуальная для нас, для всех. Девятая новость связана тоже с недвижимостью, с молодежью, с нашей замечательной. Ну и, как я прочитала, что будет упрощены условия ипотеки для молодежи. А именно в 2025 году испанские банки начали предлагать ипотечные кредиты с финансированием до 95% стоимости жилья для молодых людей до 35 лет. Да, до 35 лет это считается еще молодые люди, не старьте себя раньше. И не говорите, что все там... Мне уже 26, 35 это еще молодые люди, так что до 35 вы успеете взять ипотеку с льготными условиями. Государственные агентства предоставляют гарантии, покрывая до 20% стоимости жилья, что делает покупку недвижимости доступной для молодежи. Так что молодежь Испании, тот, кто работает, тот, кто до 35, пробуйте, узнавайте, и, возможно, вам повезет, и вы возьмете льготную ипотеку, и будете обладателем нового хорошего жилья в привлекательном месте. Так что удачи всем в этом начинании. Дорогие друзья, это было 9 новостей. На сегодняшний день у меня все. Если у вас есть что добавить, дополнить, пополнить мой рассказ, поделиться опытом из этих новостей, то, что вы уже испытали на себе, точно знаете, обязательно пишите, обсудим все это, почитаем, посмотрим. Надеюсь, что это будет всем полезно и интересно. Для вас, как всегда, Татьяна, Алексей. Это Испания. Новости топ-9 на май 2025 года. Новости Испании. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Адьос, амигос. Чао-чао. Увидимся вновь. Пока-пока.